Всем привет! Сегодня у меня будет снежный Christmas маникюр и несколько странных способов отремонтировать трещины на ногтях. А сейчас я делаю снятие. У меня был довольно тонкий слой геля, и с течением времени апекс сместился, и ногти в зонах стресса начали неистово трескаться. Обычно снятие у меня занимает около 10 минут, а тут я прям минуты за 3 справилась. Вот она, трещина, которую я ковыряла около недели. Когда я вижу такие трещины по мясу, сразу вспоминаю, что нужно их хорошенько зачистить, чтобы не было торчащих кусочков ногтя. А еще лучше вырезать треугольником эту зону и уже далее с ней работать. Перед всеми гелевыми манипуляциями мне необходимо сделать маникюр. Отодвигаю кутикулу и убираю сухую забившуюся в нее кожу. В этот раз она хорошенечко налипла, а это значит, что кожа тоньше обычного, хоть и может показаться наоборот. Беру пламя и обрабатываю ногтевую пластину, боковые валики и прохожусь под кутикулой. Кутикулу я обрабатываю на низких оборотах, не более 10 тысяч. Может, это связано с тем, что работаю я не быстро, но все-таки боюсь иногда перепилить. На реверсе обрабатываю правую сторону по тому же принципу и потихоньку вывожу юбочку для более удобного среза. Очень сухая и тонкая кутикула в этот раз, и я лучше не дорежу, чем перережу. Тем более, сегодня я буду много-много пилить, и шлифовать кутикулу я буду аж в самом конце перед топом. Чуть-чуть прохожусь пилочкой, чтобы не было видимых бугров, и приступаю к починке моих трещин. Их у меня сегодня аж 3, и я попробую каждую починить разными способами, а заодно и оценю самый простой и удобный. Первая трещина у меня на среднем ногте. Убираю ее полностью и запиливаю пламенем ногтевое ложе в зоне трещины. Множество мастеров заявляют, что починить трещины можно чем угодно, начиная с ваты и заканчивая обычным пакетиком чая. А кто у нас сегодня будет экспериментировать с пакетиками? Но на самом деле я подобную информацию слышу уже не первый раз. Любые волокна должны армировать ноготь, при этом не утяжелять его. Посмотрим, чем это мне сегодня обернется. У меня тут треугольный пакетик чая Тесс. Я вроде не глупый человек, и сначала мне даже показалось, что все будет хорошо. Я нанесла вазу на натуральный ноготь, примерила к участку поломки кусок пакетика и попыталась приклеить. А он ни в какую. Тыкала его, тыкала, он так и не прилип даже на гель. Пришлось взять пакетик попроще. Тут уже какие-то полубумажные мотивы были, но я не сдавалась до конца. Также вырезаю
Прикладываю, и он вроде даже прилипает. Но правда, конечно, пришлось повозиться. А в голове, знаете, эти видосы, там, где лапшой разные предметы чинят. И я с пакетиками и ногтями. Способ так себе, не одобряю. Второй способ у меня это типса. Только я ее буду не на свободный край клеить, типа перенаращивать, а вырежу кусочек и наклею на недостающий участок ногтя. Как вы понимаете, видео с лапшой меня и тут флешбэкнуло. Способ, короче, также не одобряю. А это был мой клюющий на указательном пальце. Тут еще корректировать и корректировать. Ну и мой последний способ — это старый добрый акригель. Я уже не стала выкабиниваться и на самой легкой трещине просто наложу чутка акригеля и посмотрим, как оно относится. Даю 1000000%, что так же хорошо, как и те Франкенштейны. В общем, самый простой и легкий способ. Одобряю. Ну и перейдем к дизайну. Он сегодня довольно многослойный, но очень простой. Как всегда, первым слоем у меня база. Все ногти практически в ноль спилены в зоне ногтевого ложа. Это делалось для того, чтобы мой акварельный дизайн смотрелся более глубоко. Первым делом на гель я сажаю радужные ракушки. Они разных размеров, и на некоторые ноготки можно усадить несколько кусочков. Просушиваю и далее беру битое стекло. Оно также очень симпатично переливается и этому дизайну не навредит. На нем я не остановилась. Недавно купила такой крутой акригель от Mix. Наношу его на кончики ногтей. Они будут подниматься опилом, поэтому я их заполню этим акригелем и прозрачным гелем, чтобы на солнце они классно переливались. Также точечно наношу акригель на другие части ногтя. А для дымчатого эффекта я смешала прозрачный гель и белый гель-лак. И также точечно наношу на ногти, чередуясь просто прозрачным гелем. И этим же гелем выравниваю грубые неровности и достраиваю, где нужно, архитектуру. Такие вот пирожочки получились.
Я уже говорила, что я не люблю клюющие ногти и чаще всего подпиливаю ногти так, чтобы кончик смотрел вверх. Также фрезой убираю лишний гель сверху и уже пилочкой вывожу форму. Под ногтями теперь нужно довольно много убрать. Делаю это тем же конусом. Для удобства переключаю на реверс, где нужно. Осталось пару деталей. Бафлю запиленные ногти, ибо буду рисовать акварелью. Лучше, конечно, для акварели бы подошел матовый топ, но мне уже нельзя делать столько слоев, так что ограничусь бафом. У меня акварель белых ночей. Ею рисую хаотичный узорчик. Сначала здесь, потом там. Иногда прохожусь несколько раз и жду, пока она полностью высохнет. Тут главное не переборщить, чтобы потом топ не слез в тех местах. А топ у меня сегодня, я уже не помню, сколько ему лет, но явно больше 3. Я прожила довольно долгую жизнь. Я прошла афганскую войну. Надеюсь, с ним во время носки ничего не случится. Но сам по себе он очень кайфовый, с мелким шиммером. Очень вписывается в этот дизайн. Вот такие ногти сегодня получились. Пишите, как вам. Пока-пока.